Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Топ народных средств от гриппа. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. С наступлением холодной поры существенно возрастает количество людей, заболевших ОРВИ и гриппом. Последние несколько лет ни один осенне-зимний сезон не обходится без эпидемии гриппа. С каждым годом вирусы мутируют, все опаснее становятся осложнения после перенесенной болезни. Пропустить начало болезни сложно. Первые симптомы простуды – общее недомогание, боль в горле, насморк, покашливание. Не допустить перерастания легких симптомов в тяжелое заболевание можно с помощью простых и недорогих средств народной медицины. Большинство из них мягко воздействуют на организм, не накапливаются, а вероятность возникновения аллергических реакций от их использования низкая. Прежде чем лечить грипп, необходимо определиться с его симптоматикой у взрослых. Вирусной инфекции характерны следующие признаки. Резкое ухудшение самочувствия с постепенным повышением температуры до критических показателей 38-40 градусов в первые сутки. Высокая температура сопровождается лихорадочным состоянием, ознобом. Клиническую картину дополняют головные боли, надбровье, лоб, виски, которые со временем становятся только сильнее. Грипп сопровождается ломотой мышц, суставов, болью в конечностях, пояснице и плечах. Наблюдается чрезмерная чувствительность к свету и ощущение, что в глаза насыпали песка. После заражения может развиться тошнота и рвотные позывы. Первые 24-36 часов. Они дают о себе знать после трапезы, приема медикаментов и воды. На второй-третий день заболевания проявляется респираторная симптоматика – насморк, кашель, ларингит, боль в горле и прочее. Это основные признаки, которые нужно установить до того, как лечить грипп в домашних условиях. Все симптомы быстро проявляются у взрослого. Клиническая картина может дополняться воспалением лимфоузлов на шее, сыпью в области носогубного треугольника, болезненностью в зоне грудной клетки. Помните, что грипп опасен. Самые эффективные методы борьбы с симптомами гриппа и простуды. Витамин С. Недавние исследования показали, что витамин С грипп не предотвращает и не лечит, но смягчает симптомы и сокращает длительность заболевания. Ежедневное употребление витамина С снижает риск возникновения простуды на 50%. Витамином С богаты цитрусовые – лимоны, апельсины, грейпфруты, киви, яблоки, хурма, ягоды, черная смородина, земляника, овощи, капуста свежая и квашеная, лук, чеснок. Нельзя забывать о травах, в которых содержится витамин С. Корень лопуха, фенхель, хмель, мята перечная, крапива, петрушка, красный перец, тысячелистник, листья малины, липовый цвет. Полезно заваривать чай из плодов шиповника. Употреблять жидкость необходимо в больших количествах и теплом, не горячем виде. Рекомендован некрепкий зеленый чай или черный чай, в который добавляют ложку меда и кусочек лимона. Много витамина С и в красном перце. По некоторым утверждениям, всего маленький кусочек перца или перцовый настой содержит больше витамина С, чем в нескольких лимонах вместе взятых. Широко используется острый перец при лечении больного горла и кашля. Если горло покраснело, можно растворить четверть чайной ложки молотого красного перца в стакане теплой воды и полоскать этим раствором горло. Людям с язвенной болезнью, гастритом, лечиться с помощью острого перца надо с особой осторожностью. Промывание носа, полоскание зева. Считается, что регулярное промывание полости носа травяными или солевыми растворами помогает не только справиться с первыми симптомами болезни, но и является отличным методом профилактики. Если в горле запершило, поможет полоскание с фурацилином, отваром ромашки или йодо-солевым раствором. 1 чайная ложка соли, 3 капли йода на 200 мл теплой кипяченой воды. Ингаляции. Ингаляции признаны одним из самых эффективных методов профилактики и лечения простуд. Сегодня дышать паром над кастрюлей, в которой варится картофель, уже не модно, да и малоэффективно. А вот подышать эвкалиптом, шалфеем или корой дуба очень полезно. Для ингаляции лучше воспользоваться специальным аппаратом – ингалятором. Оптимальное количество вдохов-выдохов – 50 раз. Вдох делается только носом, выдох ртом. Повторять процедуру нужно несколько раз в день. Нередко избавиться от симптомов помогает ингаляция с физраствором. Некоторые используют для ингаляции боржоми. С воды предварительно выпускают газ, но не для всех это средство безопасно. Соблюдение теплового режима и режим сна. Нельзя допускать
шаг переохлаждения организма. Особенно сильно в тепле нуждаются конечности. Согласно народным советам, для замерзших ног можно сделать горячую ванночку с горчицей, а согреться полностью поможет очень теплая, не горячая ванна. Следует знать, что ванны противопоказаны при повышении температуры тела до 38 градусов и выше. Полноценный сон – очень важная составляющая в борьбе с простудой, ведь только отдохнувший организм может противостоять вирусам. Использование фитонцидов. Фитонциды – биологически активные вещества, которые содержатся в луке и чесноке, подавляют и убивают рост, а также развитие бактерий. Именно поэтому луку и чесноку в народной медицине отведено почетное место. Некоторые исследования показали, что ежедневное употребление этих овощей в осенне-зимний период уменьшает риск заболеть простудой в 2 раза, а также ускоряет и облегчает процесс выздоровления для уже заболевших. Ударной силой обладает рецепт, в котором сок чеснока или чесночная кашица смешивается с медом в пропорции 1 к 1. 1-2 чайных ложки смеси необходимо запивать стаканом воды дважды в день. Полезны и испарения лука или чеснока. Для этого овощи натирают на терке и вдыхают едкий аромат, чередуя вдохи и выдохи то носом, то ртом. Укрепление иммунитета с помощью имбиря. Эффективно бороться с гриппом, а также проводить профилактику простудных заболеваний поможет имбирь. В народной медицине популярны напитки с имбирем, медом и лимоном. Они укрепляют иммунную систему, согревают и тонизируют, а также обладают патагонным и противовоспалительным свойствами. Точечный массаж. Не новый, но редко использующийся метод борьбы с простудами. Так, при только начинающемся насморке специалисты по точечному массажу рекомендуют нажатие на точки, расположенные рядом с крыльями носа, под носом, между глаз, в центре подбородка. Чтобы снизить озноб, необходимо нажать на точку, находящуюся непосредственно под локтевым суставом. А вот при головной боли можно помассировать область между большим и указательным пальцем. Свести пальцы вместе, нужная точка будет находиться сверху. Грипп у взрослого – симптомы. Лечение гриппа у взрослого народными средствами. Лечение гриппа у взрослых нередко проводится с помощью народных средств. К такому методу рекомендуется прибегать только при проявлении первых симптомов. Не всегда самолечение дает желаемый результат. Первое. Ванночки. Наполните небольшой таз водой, прогретой до 39 градусов. Опустите руки по локоть. Попросите кого-нибудь подливать кипяток, чтобы температура достигла отметки 42 градуса. Уделите процедуре не более 10 минут. Вытрите руки насухо, наденьте варежки и ложитесь в них спать. Второе. Пиво с желтками. Как лечить грипп? Воспользуйтесь проверенным рецептом в домашних условиях. Средство быстро устраняет воспалительный процесс у взрослого. Для этого разотрите в пену 4 желтка и 100 грамм сахара. Влейте пол-литра теплого пива темного сорта. Добавьте тертую цедру с половиной лимона, 3 звездочки гвоздики и щепотку корицы. Протомите смесь на ленивом огне 5 минут. Принимайте в теплом виде по 200 мл трижды в день. Спустя 2-3 дня вы полностью поправитесь. Третье. Лимон с солью. Теплая кипяченая вода 1,5 литра. Крупная соль 1 чайная ложка. 1 лимон. 1 грамм аскорбиновой кислоты. Растворите в воде соль, добавьте сок лимона и аскорбиновую кислоту. Тщательно перемешайте. Выпить небольшими дозами за 2 часа до сна. Четвертое. Чеснок с луком. Прежде чем лечиться от гриппа, нарежьте свежий лук с чесноком в тарелку. Склонитесь над овощами и начинайте глубоко вдыхать аромат. Эфирные масла и богатый состав проникает в носоглотку и органы дыхания, уничтожая болезнетворные микробы. Пятое. Отвар шиповника. Залейте 1 литр прохладной воды 5 столовыми ложками высушенных плодов шиповника. Отправьте состав на огонь. С появлением первых пузырьков засеките 10 минут. Снимите отвар с конфорки, оставьте остывать. Отфильтруйте. Принимайте по 200 мл трижды в день на протяжении недели. Разрешается добавить небольшое количество меда для улучшения вкуса. Шестое. Имбирь с перцем. Молотый имбирь, черный молотый перец, красный молотый перец, кардамон, 2 стакана молока. Смешать по щепотке каждого вида специй. Добавить смесь в горячее молоко. Пить небольшими порциями в течение дня. Седьмое. Молоко с медом. 1 литр молока, 5 столовых ложек меда, по щепотке ванильного сахара, мускатного ореха и корицы, 4 штуки душистого перца горошком и 1 лавровый лист. Развести в молоке мед и все остальные ингредиенты. Довести смесь до кипения. Дать настояться 5-10 минут. Пить на ночь всем членам семьи. Восьмое. Лимон, мед, имбирь. 1 лимон, 150 грамм меда, 300 грамм корня имбиря. Смешать все ингредиенты в блендере. Поместить массу в стеклянную емкость, плотно закрыть крышкой. Принимать по 1 чайной ложке 2 раза в день в натуральном виде или добавлять в напитки.
Профилактика гриппа у взрослого. Мы рассмотрели, как лечить грипп. Если вовремя начать терапию в домашних условиях, удастся быстро подавить возбудители инфекции у взрослого. Придерживайтесь простых правил, чтобы не допустить повторного заболевания. В период эпидемии по возможности находитесь дома. Избегайте сквозняка, холодных и сырых помещений. Заранее начните закаляться. Если вы не можете переждать сезон гриппа дома, носите повязку, которая защитит вас от болезнетворных бактерий. Меньше передвигайтесь в общественном транспорте. Избегайте людных мест. Сведите к минимуму рукопожатия. Чаще проветривайте рабочее место. По возможности дважды в неделю проводите дезинфекцию уксусом либо другими средствами. Отдыхайте и гуляйте на свежем воздухе. Придерживайтесь правильного питания и гигиены сна. Зачастую грипп возникает внезапно. Главное знать, как лечить его. При первых признаках заболевания незамедлительно начинайте оздоровительный курс. Не позволяйте вирусу полноценно развиваться. Принимайте препараты направленного действия, укрепляйте иммунную систему витаминно-минеральными комплексами. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.